Прыгай. Капец. Мне понравилось, конечно, но еще так больше не буду делать. Думаешь? Руку брось, палец, паскуда. Всем привет, ребята! Сегодня очередной влог правильного питания. Я, как обычно, начинаю его на кухне. Вообще, я смотрю, что вам нравятся более длинные влоги правильного питания, поэтому я, наверное, смонтирую в это видео несколько отрывков из разных дней, потому что много чего интересного произошло. Мы ходили с Димой в сауну и ныряли в прорубь. И, конечно же, встреча, которая прошла в Киеве, мы до сих пор с Димой в восторге от этого. Ну а сейчас давайте пойдем, и я приготовлю завтрак. Вот так выглядит мой завтрак на сегодня. Как-то не очень радужно, да, вроде бы. Вот это Дима на тарелочке, у него просто с йогуртом и с бананом творог. У меня творог без сладостей всяких, там нет никакого подсластителя. Очень вкусно получается на молочке с какао-порошком и немного корицы, и также пол банана. Перед завтраком я выпью свой коллаген, порцию, вот уже положила сюда, и залью сейчас водой. Сока, к сожалению, нет, и его лучше пить на голодный желудок. Я, по-моему, пила в прошлый раз после завтрака или вместе. Нет, лучше все-таки на голодный желудок, я почитала всю информацию, поэтому сейчас я выпиваю сначала коллаген, потом кушаю, и вместе с тем, как буду кушать, я также выпью еще одну капсулу омега-3,6,9, у меня здесь жиры, и витамины. Витамины обязательно сейчас пью, потому что чувствую, что будто бы вот-вот заболею, но никак не заболею. Мы недавно с Димой пытались вспомнить, когда я последний раз болела, и вообще мы вместе болели, потому что обычно бывает, если кто-то из нас заболел, то и второй человек сразу же по кругу начинает подхватывать эту болезнь, и мы, наверное, месяц так точно выкарабкивались от этого. Это было давно. Болела я последний раз только в марте, то есть год назад. Это очень хорошие успехи, как по мне, и я бы, наверное, это все связывала с тем, что мы довольно-таки интенсивно тренируемся, принимаем разные витамины, конечно же, курсами, когда-то отдыхаем, когда-то принимаем, и это, конечно, очень усилило наш иммунитет вместе с Димой. Так что, ребят, советую вам принимать витамины, особенно сезонно, в такой вот период болезней, зимой сейчас, кстати, или, допустим, осенью. Сейчас я уже вам показывала, что я принимаю вот такие вот от Элай. Это у меня тоже с Херба, я, если что, оставлю вам ссылочку. Действительно очень хорошие витамины. Так что напишите в комментариях, принимаете ли вы витамины, какие, и если у вас результат реально от них, что вы от них видите. Вообще, конечно, желательно болеть хотя бы раз в год, потому что таким образом ваш иммунитет укрепляется, но, конечно, это не весело, когда ты болеешь каждый месяц и просто не можешь выкарабкаться. Ребят, мы сейчас собрались с нашими друзьями поехать в баню, побариться, там, может быть, окунемся в прорубь. Я вообще никогда такое не делала, как раз сегодня праздник. И с праздником вас, уже, наверное, прошедшим. Так, пожалуйста, смой. Вот карта этого комплекса, реально он гигантский. А вон, кстати, озеро есть. Я видела, тут уже люди выбегали полуголые. Класс, ребят, реально. Приезжайте сюда, если будет возможность, очень круто. Мамочка Лань лижет ушко. Смотри, как мило. Красавчик наш. Прыгай. Капец. А теперь вот сюда, сюда. С меня пар идет, и на камеры толком ничего не видно толком. Я до сих пор не почувствую тебя.
Так что ты Я как летишь? в панике пошел. Ладно, тогда тебе дело не надо. Бешеный краб пошел, значит. Давай! Давай! Я тебя не буду снимать. Я не У тебя я не- прическа не снимаю. неправильная. Я Я не не, снимаю я не тебя. фотогеничен. Я не снимать. Обрезал свой хохолок, и теперь не можешь сниматься. Я вставлю это. В общем, ребят, мы в восторге, конечно, после того, как... Я вообще в шоке, до сих пор уже прошло, хотя неделя. После того, как мы ездили вот с ребятами, купались, реально купались, я бы в жизни не подумала. Я мерзлячка, ну, у нас 1000%, что я могла бы прыгнуть в эту прорубь ледяную. Я вообще просто в шоке. Вот мне, да, как описывали, что ты, когда прыгаешь в холодную воду, что как будто тебя 1000 иголок обкалывают, это реально так, но просто когда я вылезла с нее, мне так кружилась голова, я думала, что что-то не то происходит. Я вообще не знаю, как это делают люди, которые там просто в трусах выбегают с машины и просто вот так вот ныряют в прорубь. Это, конечно, вообще экстремалы полнейшие. Но я не знаю, правда это или нет, что вот не болеют именно в этот день. Мы на крещение, получается, купались. Ну, конечно, лучше, мне кажется, такого не делать с дуру, потому что если ваш организм не готов к таким вот нагрузкам на сердце в первую очередь, если у вас есть какие-то противопоказания, то лучше, конечно, так не делать. И вообще лучше закаляться, допустим, в душе у себя, вот так вот немножко там холодной воды давать. Но было классно, мне понравилось, конечно, но еще так больше не буду делать. Это был единственный и последний раз. Ну скажи. Покажи свой хохолок. Это называется «Я стригусь сам» и как-нибудь отстригу свой хохолок. Это была ошибка профессионала. Сколько ты уже сам стрижешься? 3 года. Капец. Это в Таиланде, да, наверное, тебе последний раз Да. тайц постриг, и после этого он не, я больше не буду сам стричься. Но все равно я не верю, что никто не заболевает. Нет, по-любому болеют, конечно, и были серьезные случаи. Если что, напишите в комментариях, купались ли вы когда-нибудь вот так на крещение в холодной воде, и вообще какие ваши впечатления, потому что, да, мы в восторге. Сделала покушать себе. Здесь такой безумно простой салат из капусты, немного лучка, уксуса, оливкового масла. Здесь у меня свинина. Иногда кушаю, может быть, пару раз в неделю. В основном это у меня индейка, которую я сейчас замариную. И в подливке у меня там еще грибочки. Так что сейчас перекушу и потом буду мариновать индейку. Ну, как мариновать? Просто оставлю ее на день вместе с приправами. Конечно, добавлю соль и вот эти специи. Я, наверное, в каждом ролике, по-моему, показываю их. Просто это реально самые вкусные специи, которые я когда-либо пробовала. Особенно они очень классно идут к курице или индейке. Я оставлю вам ссылочку под видео. Это Сайхерба они. Обязательно попробуйте. Именно smoked, то есть такая копченая паприка. Вообще, я сейчас делаю заказ Сайхербы. Давайте покажу вам, что же я заказала. Некоторые будут товары косметического характера, что-то для ухода и некоторые добавки. У меня здесь вышло целых 12 товаров, и в первую очередь мы заказали пребиотики с хорошими отзывами. Витамины витаминами, жиры жирами, кальций кальцием. Но не забудьте, что если у вас питание движется в сторону белкового, и вы не доедаете нужной клетчатки, а вообще очень сложно поедать там сколько, 400 грамм овощей в сутки, это считается нормами, то, наверное, потребуется Особенно пребиотик. зимой. Вот какую клетчатку можно найти? Капуста? Что еще там? Зелень какая-то? Можно добавлять внешнюю клетчатку, то есть продается клетчатка, но опять же это такое дело, что и мы не часто добавляем. И появляются проблемы с кишечником, особенно у тех, кто серьезно занимается спортом и питание основательно белковое. Так вот, пребиотики это то, что помогает нашему кишечнику работать правильно. Расщеплять весь этот белок, расщеплять все это мясо, что туда попадает. Это очень важно. У нас так же важно, как минералы, витамины и жиры в питании. Точно так же. Дальше мы заказали цинк, очень необходимая добавка для мужского организма. Это Дима себе тоже заказал. Я заказала себе сладенькое. Хочу попробовать вот эти вот батончики. Фитнес-батончики с кокосом, у них больше всего отзывов. Я, кстати, заказала спрей для ног, очень такой популярный бренд. Это для тех, у кого потеют ножки,
Это для меня в первую очередь, всегда боролась с этой темой. Органическими бальзамами для губ у меня постоянно сохнут губы, и вот этот набор стоит всего лишь 3,20, вообще копейки. Дальше решила попробовать вот эту овсянку органическую, говорят, что очень какая-то вкусная. Не знаю, цена у нее такая вроде бы кусучая, но попробую. В принципе, тут пакетик 900 грамм. Дальше заказала себе омега-3, закончились 100 капсул. Больше всего отзывов у именно этого бренда. Так что попробуем. Вон там 5, почти 6 тысяч отзывов. Дальше я заказала себе органическое кокосовое масло. Очень давно оно у меня было. И это просто нескончаемая банка. Она там $13 стоит, но она реально на вечность ее хватит. В принципе, с уходом для лица все в порядке, но вот не хватает очень такого важного шага, именно тоника. Не хватает в моем уходе, поэтому заказала бестселлер. Очень много хороших отзывов, без спирта. Не сушит кожу, так что обязательно попробуем. И это чисто так мое желание было заказать себе автозагар, потому что, ну, хотим с Димой пофотографироваться, и я уже все, уже бледная, хочется немножко подзагореть, пусть это будет с помощью автозагара, но он, кстати, натуральный состав у него, по-моему, на сахарном тростнике. Осталось у меня здесь черное африканское мыло. Очень у него хорошие отзывы, постоянно вижу, как некоторые заказывают, бестселлер, обалдеть, первый раз вижу, 14 тысяч отзывов, обалдеть. И $4 стоит. Обязательно попробую, я знаю, что его используют даже для лица. И последнее, и самое важное, из чего я начала этот заказ, это кислота гликолевая, с которой я буду бороться окончательно со своими высыпаниями, потому что у меня они закончились, эти белые точки, которых я вам уже все уши прожужжала, а вот пятна от них остались. И вот как раз вот с помощью такой кислоты начну с 5%, там есть еще 10%, но я со слабенькой начну, если все понравится, то возьму уже 10%, чтобы кожа в шоке не была, и буду пробовать. Очень тоже хорошие отзывы у нее, в принципе, по стоимости, ну, как бы нормально, действительно, по моей проблеме, вообще постакне, если у вас есть пятнышки, то это то, что вот нужно обязательно. Кушать собака. Кстати, ей очень нравится вот этот корм Royal Canin. Уже вторую пачку такую покупаем. И все, она как бы привыкла к нему. То есть нет такого, что она не хочет иногда его есть. Нет, вот кушает его хорошо. Хотя многие из вас писали в комментариях, что корм как-то слишком разрекламирован, что там какой-то не очень состав. Ну, в принципе, смотря на многие бренды, неплохой вариант, не знаю. И также мы даем вот такие витаминки ей. Банка просто гигантская. Здесь на год хватит этих витаминов, так что мы тоже очень довольны. Так вот, в чем смысл? Принцип очень простой. Например, почему худеющий на диете в конечном счете возвращается к своему весу, а часто и переваливает? Как работает похудение? Как можно контролировать вес своего тела всю свою жизнь? Мы не можем мерить грамм белки, углеводы, жиры, да потому что ты покупаешь сейчас современный продукт, и то, что там написано, ну, я... Просто не жалейте себя. Именно изменить, попробовать другой вид тренировок. Пойти, допустим, в зал, мне нравится зал, пошла на пилатес, пошла в бассейн, пробовать разные виды. Даже я стою сейчас, я трачу одну калорию. Элементарно не правильно. Ну что, мы наконец-то приехали. Я очень устала сейчас.
10:30, офигеть. Ну, мы еще с девчонкой в кафе сидели. Вообще очень устала. Чувствуется, что энергетически очень я много отдала от себя. Обычно так бывает после каждой встречи. Прям выкладываешься на 100%, а потом вот так вот просто как цветочек затухаешь. Очень мы, конечно, под впечатлением с Димой. После встречи столько людей. Я пыталась насчитать. Я сбилась на 70. Мы просто в шоке, мы просто, невозможно предугадать, сколько людей придет, просто невозможно. Мы, конечно, в шоке были. Я когда зашла в зал, я думала, сейчас там подойдут люди потихонечку. Я захожу, а там просто куча людей уже стоят с ковриками. Я в шоке, в общем. Мне надарили кучу подарков. Давайте я покажу вам, что здесь. Во-первых, спасибо нашему риэлтору за такой миленький подарок. Вы посмотрите, прям как маленькая Эмка. И когда я зашла в раздевалку, чтобы переодеться, меня сразу же встретили с букетом цветов. Вы вообще такое видели? Капец. Я в шоке просто была, если честно. От букетища цветов. Эмма, я надеюсь, ты не будешь кушать букетик цветов. И потом сразу же девочка мне вручила, как вы думаете, что? Ананас. Класс. Мне он на завтрак сегодня пойдет. Завтра, вернее. Обалдеть. Ну, тут еще куча сумок. Я не знаю даже с чего начать. Дима там в метро вытаскивал что-то, уже там грыз, как всегда. Тут у нас такие хлопья кокосовые. Вот этот гематоген я уже съела. Кстати, я впервые вижу, что... Кстати, ребята, вы вообще в курсе, что гемаготен? Мы вообще всю жизнь читали, оказывается, неправильно. Обалдеть, я вот только отсюда с этой упаковки узнала об этом. Зеленый чай, Green Fit какой-то. Буду худеть, короче, все. Пора худеть, класс. Так, это мы сфоткались с этой табличкой, очень в тему. Так, я просто накидала тут много подарков, потому что очень-очень много было маленьких коробочек. Я все сюда кинула. Печенье с предсказаниями. Вау, вот это вообще классная тема. Буду предсказывать себе будущее. Вот это прикольно. Действительно интересно. Класс, прикольно. Так, маленький пакетик. Что у нас тут? Чиджин для ярких дней написано. Так, это у нас... Покажи пакетик сам. Что ж ты там? А что не написано? А вон написано, посмотри. Львівська майстерня шоколаду. Вот это классно. Это круто. Вообще классная тема. Записочки. Класс. Это что-то с львовской тематикой. Еще одна шоколадка такая. Прикольно. Так, нужно быстро это все съедать, потому что... Так мило тут все. Нужно быстро это все съедать, чтобы не стать. Вот что это было тяжелое. Я думаю, что у меня такое тяжелое. Самый родной из у кого пингвинчик, глянь. А глянь, какой. У меня такой быстрый. Вот ты будешь пингвинчиком. Класс. Эвка. Так, это мы уже опробовали. Метро. Эмма, ты что, возомнилась с собакой? Или что? Тихо, Маша. Тоже надкушена. Кем это надкушена? А как вы думаете, кем? Не переводи стрелки. Кто жрал в метро? Вот что еще тяжелое было. Ой, круто, чуть-чуть отклеилась, ну приклеим. да, ух ты. Круто, это Свечки, она сама делала, это она сама делала. Видимо, да. Ух ты, боже. Когда рука делаешь. Эмма! Тут еще такие хлопушки. Это круто. Нам как раз на завтра, да, пишу? Да. Три какие-то корисна, кондитерська, пісочне печиво з мигдалем. Это круто. Дима вообще просто в восторге. Только не надо мне переводить стрелки, будешь жрать все сама. Паста. Ой, я видела, это, по-моему, какая-то полезная. Прикольно. Классно. И еще такие, их что, две было упаковки? Такие улиточки прикольные. Ты не заслуживаешь этих подарков. Отстань, и письма. Боже, целое письмо. Боже, ну это так прекрасно. Ребята, я все показываю, потому что это вдруг нереально. это личное? Ну как личное? Подожди, это тебе написала девочка. Ну, обалдеть. дай я покажу нормально. Красота. Это так миленько, боже, это ребенок. Еще конфетки. Вот это можешь жрать сейчас. Ребят, спасибо большое. Я, конечно, ничего не просила, мне ничего не надо, вы просто придите и все, мне больше ничего не надо. Ну, спасибо большое. Теперь надо все это съесть побыстрее, чтобы ничего нигде не отложить. Но у меня есть фитнес-чай, чтобы похудеть. Чтобы сразу похудеть. И чтобы предсказать, что я больше никогда не буду есть печенье с фрикадельками. Все. Браво!
Не, я все-таки не удержалась. Мне интересно знать свою судьбу. Так, как ты думаешь? Брось, тварь, паскуда. То ощущение, когда прошел Новый год, а ты все еще тварь паскуда. Как ты думаешь, что не предсказано? Жирна ты будешь. Сейчас, тихо, подожди. Вам наконец-то удастся Переть замочек жира. заржавевший замок. Замок. Чё? Это имеется в виду, это аллегория. Это имеется в виду, что тебе наконец-то удастся разжиреть. Ну что, печенька самая вкусная. Вообще сейчас стараюсь очень редко краситься, прям вот наносить полностью макияж, так чтобы у меня и тон был, и глаза накрашены, только если я куда-то выхожу или, допустим, снимаю видео. А так, на тренировку уж тем более, я точно хожу без макияжа и тем более без тона, потому что ненавижу даже вот это вот все стягивающее чувство. Особенно мне нужно тушь поменять, потому что мне от нее просто чешутся глаза. Если вы знаете какую-то хорошую тушь, то обязательно посоветуйте мне. А сейчас буду снимать свой макияж и, в принципе, покажу вам все поэтапно. Для начала я умою лицо водой вместе с этим мылом 3 в 1. Это, наверное, единственное средство, из которых мне посоветовал мой дерматолог, которое мне понравилось. Вот все вот эти баночки, скляночки, все как-то без толку пошло, а вот это единственное средство, которое можно купить в аптеке, мне реально понравилось. Вот эту умывалку как раз в большинстве случаев я использую именно для снятия макияжа с глаз. А так по всему лицу использую вот такие влажные салфетки от Skin O2. У меня гигантская пачка, 80 штук, и хватает очень-очень надолго. Особенно если я крашусь очень редко. Тут, конечно, освещение не очень, но если в целом посмотреть на чистое лицо, то вроде бы никаких высыпаний-то и нет, но вот остались у меня, как видите, следы. Сами белые точки у меня пропали, то есть они уже даже не появляются новые, хотя у меня они постоянно появлялись именно в этой зоне. Они прошли, но остались следы, которые вот я хочу убрать с помощью той кислоты, которую заказала на iHerb. И посмотрим, поможет ли она мне в этом. Есть, конечно, еще разные там чуть ли не народные методы избавления от этих следов от постакне. Так что у меня теперь другая задача — избавиться от последствий. Сейчас бы воспользоваться тоником по-хорошему, но у меня его нет, вот только заказала, придет через время. Поэтому я обычно после этого или очищаю кожу дополнительно с помощью скраба. У меня вот такой вот на данный момент очень классный микро такой пилинг, скраб, что-то в этом роде, действительно классная вещь. Но я вчера это делала, поэтому нанесу просто такой вот питательный крем, тоже от этого же бренда. Не все у них нравится, но вот есть некоторые продукты, которые уже, наверное, раз 3, может быть, даже 4 заказываю. Кстати, я раньше думала, что зону с прыщиками нужно, наоборот, высушивать максимально, чтобы они больше не появлялись, чтобы подсушить прыщ, как бы, по идее, да, и он прошел. На самом деле нужно, наоборот, умеренно упитывать всю вашу кожу и даже зону с высыпаниями, потому что если мы, наоборот, засушиваем кожу, кожное сало перестает вырабатываться, и потом оно вырабатывается еще в двойной, в тройной силе, что приводит, в принципе, к еще большим высыпаниям. Так что не пересушивайте кожу. Этому я сама научилась по ходу моих вот этих вот проблем. И сейчас, наоборот, стараюсь еще больше увлажнять кожу, чем это обычно у меня было, в особенности зимой. Ну что, ребят, буду заканчивать на этом очередной влог правильного питания. Длинный, как вам нравится. Если это так, обязательно ставьте пальчики вверх. И не забывайте включать вот этот колокольчик на YouTube. Хотя, мне кажется, это уже ни черта не работает на YouTube, потому что у него какие-то свои приколы. Он там не засчитывает ничего, не включает ваши оповещения. Ну, и вообще, просто проверьте, чтобы вы были подписаны на мой канал. И тогда мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!